После того, как 8 августа Армения, США и Азербайджан согласовали и подписали документы, реакция России привлекла особое внимание. Складывается впечатление, что Москва перешла к так называемому плану «С», поскольку предыдущие сценарии не дали результата. Этот новый подход снова опирается на соглашение от 9 ноября 2020 года, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией, в котором зафиксировано признание Нагорно-Карабахской автономной области частью Азербайджанской ССР в ее советских границах. Именно этот документ юридически подтверждал, что любые попытки Баку закрепить территорию силой ранее носили лишь военный характер. Если Кремль вновь ссылается на это соглашение, это говорит о том, что единственный доступный ему инструмент влияния в регионе – реализация положений документа, то есть восстановление Нагорно-Карабахской автономной области, как базы для справедливого урегулирования. Сегодня Россия может действовать через Баку. Попытки воздействовать на Ереван через смену власти, дестабилизацию или давление провалились. В случае окончания войны в Украине и восстановления полноценной торговли с Европой Москве может быть выгодно вновь перехватить инициативу на Южном Кавказе, используя Арцах как предлог. Минимальная провокация или внутриполитический кризис в Азербайджане могут дать возможность России закрепиться в регионе и вернуть доверие части карабахских армян, предлагая земли под своим контролем. Для Азербайджана стратегически важно как можно быстрее завершить процесс подписания документов с Арменией, чтобы снизить риск повторного использования арцахского проекта Москвой в качестве инструмента давления. По информации источников, после встречи с Трампом, Алиев приостановил критику Пашиняна и выразил готовность к совместной работе с ним в формате противодействия российскому влиянию в Закавказье. Баку прекращает финансирование инициатив, направленных на дискредитацию армянских властей и противостояние Еревану. В свете подписанной в Вашингтоне декларации азербайджанское руководство формально отказалось от территориальных претензий к соседней стране. В Кремле отмечают, что такие шаги могут ослабить позиции Алиева среди националистически настроенной аудитории. Его быстрое сближение с Ереваном может снизить рейтинги среди местных националистов и правых, чего они не ожидали после войны в Карабахе. Обострение российско-азербайджанских отношений связано также с публикациями СМИ о возможных поставках оружия Украине на фоне атак на объекты СОКАР и газовую инфраструктуру. В ответ председатель Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов призвал пересмотреть стратегию взаимодействия с Баку, рассматривая ограничительные меры против азербайджанских бизнес-структур в России и удары по нефтяным объектам в Украине. МИД России подчеркнул, что поставки оружия Киеву могут усугубить напряженность и не способствуют мирному урегулированию. Несмотря на это, экономическая взаимозависимость удерживает стороны от резких действий. Полный разрыв отношений маловероятен из-за высокой экономической взаимозависимости. Баку демонстрирует готовность укреплять свой региональный вес, иногда бросая вызов Кремлю. Возможные рычаги давления России включают влияние через азербайджанскую диаспору, 2-3 миллиона человек, и заморозку активов семьи Алиевых и крупных олигархов, таких как Нисанов и Илиев. При этом экономическое превосходство России над Азербайджаном сохраняется. Доля Азербайджана во внешней торговле России составляет лишь 0,6%, а зависимость России от азербайджанских товаров минимальна. В то же время доля России в азербайджанской торговле заметно выше. Москва остается одним из ключевых партнеров Баку по импорту и экспорту, что делает экономику Азербайджана в большей степени зависимой от России. Отметим, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи недавно в интервью агентству ИРНА заявил, что Тегеран внимательно следит за процессами, связанными с подписанием договоренностей в Вашингтоне. По его словам, хотя масштабы этих соглашений пока не до конца ясны, но армянская сторона заранее дала Ирану исчерпывающее объяснение. Премьер-министр Никол Пашинян позвонил президенту Ирана. Министр иностранных дел связался с ним лично, а заместитель министра иностранных дел прибыл в Тегеран. Аракчи напомнил, что изначальные обсуждения так называемого Зангезурского коридора вызывали у Ирана серьезную обеспокоенность,
поскольку речь шла либо о создании сухопутного соединения между Нахичеванью и Азербайджаном за счет провинции Сюник, либо о выделении 50-километрового участка территории под юрисдикцией Баку. По его словам, такие планы напрямую затрагивали территориальную целостность Армении и поднимали вопросы безопасности для региона. В ответ Тегеран усилил военное присутствие у границы, дав понять, что считает подобные сценарии неприемлемыми. Однако теперь, отметил министр, ситуация изменилась. Речь идет лишь о строительстве дороги американской инженерной компанией, зарегистрированной в Армении и действующей в рамках ее законодательства. Эта дорога полностью находится под суверенитетом Армении. Никаких американских войск там не будет. Это частная инженерная компания, не военная и не охранная. Безопасность обеспечивают исключительно армянские структуры, подчеркнул Аракчи. Он также обратил внимание на то, что в совместном заявлении, подписанном Арменией и Азербайджаном при посредничестве США, подтверждается неизменность границ и уважение территориальной целостности всех стран региона. Это совпадает с нашей позицией. Любые шаги на Кавказе не должны вести к изменению границ и подрыву суверенитета государств, заключил глава иранской дипломатии. Уже на следующий день официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил стратегическое значение Южного Кавказа для Тегерана, России и других стран региона. В радиоинтервью 17 августа он отметил, что Иран будет пристально следить за развитием событий и не намерен их недооценивать. Багаи добавил, что внешнее вмешательство и военное присутствие сил извне способны лишь осложнить ситуацию и не принесут конструктивных результатов. Ссылаясь на армяно-азербайджанское мирное соглашение, он напомнил, что его 12-я статья прямо исключает возможность размещения иностранных войск вдоль общих границ. Мы крайне чувствительны к этому вопросу, и Армения также понимает последствия присутствия иностранных сил, подчеркнул дипломат. Он также выразил готовность Ирана укреплять связи со странами региона и поддерживать любые инициативы, способствующие стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Тем временем Москва обозначила свою позицию. Заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук, комментируя так называемый маршрут Трампа, заявил о готовности Кремля поддержать Ереван в его планах по созданию транспортного коридора с Азербайджаном, если Армения сочтет этот шаг целесообразным. По словам Аверчука, Москва рассматривает данный вопрос исключительно в контексте содействия миру на Южном Кавказе. Если в Ереване считают, что подписание декларации в Вашингтоне обеспечит дополнительные гарантии безопасности, это хорошо, так как мы также заинтересованы в продвижении мирных процессов в регионе, подытожил Аверчук. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.